Привет, друзья! Сегодня Европа охвачена важными событиями. В Чехии неожиданная победа Андрея Бабиша меняет политический расклад, и теперь все ждут, с кем он готов объединиться. В Германии внимание приковано к небу. Число инцидентов с дронами растет, а власти спешно обсуждают новые меры безопасности. Но это не единственная проблема. Энергетика, климатическая политика и миллиарды для ее реформы становятся главным испытанием для правительства Фридриха Мерца. И пока политики спорят, штормовое давление нарушает авиарейсы и морские перевозки, а в некоторых регионах происходят перебои со светом. На другом конце мира Сингапур демонстрирует, как можно добиться почти полного владения жильем, и Германия задается вопросом, а можно ли повторить этот опыт у себя? Досмотрите это видео до конца, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски с последними новостями Европы и Германии. Итак, в Чехии на парламентских выборах уверенно победу одержала партия «Акция недовольных граждан». АНО во главе с миллиардером и бывшим премьер-министром Андреем Бабишем. По предварительным данным, партия набирает около 35% голосов, заметно опережая правящую коалицию вместе во главе с премьером Петром Фиалой. Однако, даже при таких результатах партия «Акция недовольных граждан» не получает абсолютного большинства и будет вынуждена искать союзников в парламенте. Среди возможных партнеров называют правопопулистскую партию «Свобода и прямая демократия» СПД и движение «Мотористы», выступающее против ряда экологических и общеевропейских инициатив. При этом акция недовольных граждан уже заявила, что не будет сотрудничать с нынешними правящими партиями и либеральными силами. А я напомню, Андрей Бабиш уже занимал пост премьер-министра Чехии с 2017 по 2021 год. Его возвращение в большую политику может означать серьезные перемены как во внутреннем курсе страны, так и во внешней политике. Чехия теперь стоит перед формированием новых альянсов и непростыми переговорами о будущем составе правительства. И это только начало. В Германии аэропорт Франкфурт на Майне стал лидером по числу случаев с беспилотниками. Только за первые 9 месяцев этого года там зафиксировано, внимание, 37 инцидентов. Для сравнения, в аэропорту Кёльн-Бонн произошло 13 случаев, а в Дюссельдорфе всего лишь 10. Всего по стране зафиксировано 172 нарушения, и почти 3/4 из них связаны именно с воздушным пространством рядом с аэропортами. По закону полеты дронов в радиусе 1,5 километров от аэропортов запрещены, но на деле запрет часто нарушается. Недавно полиция, например, задержала 41-летнего гражданина Хорватии, который управлял дроном вблизи Франкфурта. К счастью, это не привело к остановке рейсов. Федеральная служба воздушного движения сообщает, количество случаев уже превысило показатель за весь прошлый год. Власти предупреждают, что дроны могут представлять серьезную угрозу, мешая навигации и создавая риск аварий при взлете и посадке самолетов. Следующая тема заставляет многих задуматься. Сингапур служит примером для Германии в том, как можно добиться очень высокой доли собственного жилья. В стране, внимание, почти 90% жителей имеют свое жилье. Как это удалось достичь? В центре политики сочетание государственного регулирования и поддержки граждан. Сингапур инвестировал в массовое строительство жилья, развивал государственные программы ипотеки, а также разработал систему обязательных накоплений, часть которой вкладывается именно в жилье. В частности, управление государственными жилищными программами ведется через агентство, которое строит и распределяет квартиры по государственным стандартам. Это позволяет контролировать качество, цены и обеспечить широкий доступ к жилью. Однако такие меры требуют сильного участия государства, долгосрочного планирования и готовности вмешиваться в рынок. В условиях Германии с ее традициями частной собственности и разрозненной такой жилищной политикой прямое копирование сингапурской модели будет сложным. Тем не менее, Сингапур показывает, что высокий уровень владения собственным жильем – это не утопия, а главный урок здесь – сочетание государственной поддержки, надежных программ, как я сказал, ипотеки и стратегического планирования может значительно поднять доступность жилья. А теперь внимание, дальше события становятся еще напряженнее. В Германии назревает масштабная и дорогостоящая программа климатической защиты, призванная решать проблемы роста выбросов СО2. Однако критики предупреждают, ее реализация будет сопровождаться серьезными экономическими и социальными рисками. Правительство канцлера Фридриха Мерца намерено инвестировать миллиарды в расширение возобновляемой энергетики, электрификацию транспорта, модернизацию отопления, а также в технологии улавливания углерода.
Задача – снизить выбросы так, чтобы соответствовать европейским обязательствам и климатическим целям. Одним из ключевых механизмов станет именно повышение стоимости СО2 эмиссий. Углеродные сертификаты и налог на выбросы сделают использование ископаемого топлива намного дороже. Промышленность уже предупреждает, повышение цен может ударить по энергоемким секторам. В этой схеме поддержка малообеспеченных слоев населения – это важный вопрос. Без механизмов компенсации рост цен на отопление и топливо может стать ощутимым бременем для многих. Другим вызовом станет распределение инвестиций. Технологии улавливания углерода и электрификация требуют больших вложений, но эффективность таких систем пока еще спорна. Тем не менее, власти считают, что без решительных мер Германии не обойтись, иначе страна рискует отстать от европейских требований и климатических стандартов. Но это еще не главный поворот событий. Над Европой пронеслось мощное штормовое низкое давление, и его последствия уже ощутились на земле и в том же небе. В Германии из-за сильного ветра нарушено авиасообщение, часть рейсов задержана, некоторые отменены, а пилоты вынуждены менять маршруты. Паромные перевозки также оказались ограничены, и из соображений безопасности ряд морских линий временно приостановлен. На побережье и островах часть судов временно не выходит в рейс. Менее заметно, но не менее ощутимо отключение электроэнергии. В нескольких регионах тысячи домов временно остались без света из-за падения деревьев на линии электропередач. Метеорологи предупреждают, шторм сопровождается порывами ветра, внимание, до 100 км в час и даже больше в прибрежных районах. Рекомендуется держаться подальше от деревьев, строительных лесов и рекламных щитов. Они легко повреждаются и падают. Для тех, кто планирует поездки, важный совет. Перед выходом из дома проверяйте статус рейсов и движения по воде, уточняйте актуальную информацию у перевозчика. Если возможно, лучше отложить путешествие до лучшей погоды. А дальше события развиваются еще интереснее, следите внимательно. В Германии усиливается подготовка к защите от дронов, и правительство Фридриха Мерца уже готовит серьезные изменения в самом законодательстве. В последние недели участились случаи нарушения воздушного пространства, я вам вначале сказал. В Шлезвиг-Гольштейне, например, фиксировали целые рои дронов. Министр внутренних дел Александр Домбрин заявил, что сейчас правовая база не позволяет действовать быстро. Ни полиция, ни федеральные силы не могут без риска применить меры против нарушителей. На рассмотрении поправки к закону о безопасности полетов и к закону о федеральной полиции. Их цель – это четко разделить полномочия между ведомствами, когда полиция, а когда Бундесвер может вмешиваться. В плане предусмотрено право на нейтрализацию дронов в случае серьезной угрозы. Армия готовится заполнить пробелы. Планируется, кстати, закупить 19 противовоздушных танков Sky Ranger до 2028 года. Эти установки смогут поражать воздушные цели на расстоянии, внимания, до 3 километров и делать до 1250 выстрелов в минуту. Кроме того, развиваются технологии перехвата, проектируются специальные дроны-перехватчики, ставятся системы радиоэлектронного подавления и даже варианты физического столкновения с нарушителем. Все эти меры объединены в многоступенчатую систему от нарушения через выбор метода действия до самого перехвата. Но все осложняет несколько факторов. Во-первых, это, как я сказал, юридические ограничения. Действующие законы не допускают сбивать воздушные аппараты просто так. Во-вторых, риск для населения. Сбитые дроны могут падать в жилые районы. И в-третьих, это технологические трудности. Шум, помехи, маскировка объектов. Тем не менее, правительство считает, что откладывать нельзя. Уже на этой неделе готовится решение правительства, чтобы законодательно устранить пробелы и дать полиции и армии инструмент реагирования. Германия напоминает, когда небо нарушает, действия должны быть быстрыми и четкими. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.